Меня зовут Света, и вы находитесь на канале Танжерин. У меня новость. Как вы уже поняли по названию этого видео, я купила себе двухкомнатную квартиру. Но супер новость — это то, что мама предложила обменяться квартирами. Она отдает 4-комнатную квартиру мне, а я ей отдаю двухкомнатную. То есть произошел вот такой вот обмен. Кстати, мама с бабушкой уже переехали в эту квартиру, вроде бы как уже довольны. Про двухкомнатную квартиру. Находится в центре города, 43 квадрата, первый этаж, кирпичный дом. Стоила эта квартира 1 800 000. А 4-комнатная квартира, в которой я сейчас живу, 76 квадратов, тоже в центре города, но немножечко все-таки подальше, где-то 10 минут нужно идти до самого центра, маленького нашего центра в районе Тырган. Да, в районе Тыргана мы живем. В квартире был старенький ремонт. Мы решили просто поменять обои. Изначально просто хотели поменять обои, чтобы можно было уже быстрее разъехаться. Но в процессе ремонта мы поняли, что там просто ужасная проводка, и поэтому пришлось полностью в квартире менять проводку. Соответственно, там пошел капитальный ремонт. Но бюджет был очень ограниченный в 200 000 рублей. Так что ремонт получился очень-очень-очень бюджетненький за двухкомнатную квартиру. 200 000 рублей с оплатой рабочим, материалы и так далее. Вообще вот эти 3 месяца были очень сильно стрессовыми, потому что сначала нужно было найти квартиру, потом уже когда нашли и понравилась квартира, нужно было покупать. Опыта в покупке вообще не было. Было очень страшно, нервозно. Сколько еще начиталось, что обманывают людей, поэтому пришлось нанимать юриста. Юрист, конечно, очень сильно помогла в этом вопросе. Кстати, я оставлю ссылку в описании на того юриста, с которым я работала. Она даже не знает, что я блогер. И это не реклама, это чисто рекомендация от меня. Она очень грамотная, очень педантичная в этом вопросе. Берет относительно других юристов, особенно с больших городов, не очень много. Реально. Я считаю, что это стоит того, чтобы нанять юриста, чтобы вас не обманули, так как были попытки риэлтора обмануть. Также могут обмануть и сами продавцы квартир, так что будьте осторожны. Чисто вот рекомендация: покупайте, пожалуйста, с квартирами, тем более если у вас... покупайте, пожалуйста, квартиры с юристами, особенно если у вас нет опыта. Вообще, в этом видео я хотела вам показать процесс ремонта, но сразу предупреждаю, фотографии сделаны в вертикальном положении. Я почему-то не подумала, что нужно в горизонтальном для видео фотографировать. Плюс где-то качество не очень хорошее, потому что все это происходило очень суматошно. Ремонт длился очень быстро, за месяц. Надеюсь, что вы понимаете, но все равно фотографии хоть какие-то, но они есть. Так что я бы хотела это вам показать, и уже потом в конце тоже покажу. Изначально я покажу, какая квартира была, а потом какая квартира в процессе ремонта, и уже какую сделали. Так что надеюсь, что вы оцените это видео. Кстати, про 4-комнатную квартиру я тоже сделаю видео, но чуть-чуть попозже. Так что это повод подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Нажимайте на колокольчик, я буду рада вас видеть под этим видео, если вы еще напишите там что-нибудь. Ну что ж, давайте уже начнем обзор. Вот такой вид, когда мы заходим в квартиру. Напротив нас мы видим кухню, справа комната, там будет спать бабушка, точнее уже слева комната мамы, и мы видим вот эти 2 двери, это ванная комната и туалет. Еще хочу напомнить вам, что это фотографии до ремонта. Мы сейчас заходим в кухню.
также визуально выровняли стены, наклеили обои, положили плинтуса, а также вставили дверь. В этой комнате не было двери. Кухня. Также делали электрику. Было супер шумно и грязно. Вот рабочих моментов. Также от старых собственников нам досталась дыра в полу на кухне. Мы ее заделали, положили сверху ДВП, выровняли стены, поклеили обои. И все. Коридор оказался самым сложным, потому что мы переносили электросчетчик. В коридоре, как обычно, сняли обои и потолок, затем приступили к электрике. Очень долго делали дырку под щиток, он постоянно не влазил, а потом к нему еще тянули провода из всей квартиры. С кухни идет толстый кабель, и установить их все было непросто, но мы справились. Вот столько мусора и кирпича попадало, пока делали электрику в коридоре. Затем выровняли обои. Точнее, выровняли стены, положили линолеум и поклеили обои. Обои выбирала мама, ей нравится. И показываю вам уже конечный результат. Конечно, квартира еще не обжита, поэтому и выглядит все так достаточно пусто, но уже свежо и симпатично. Кстати, я не знаю, в конце комнаты на стене кажется, что как будто бы это какая-то грязь, но мне кажется, что это тень так неправильно упала, а на самом деле там все нормально. Сейчас уже, кстати, мама поменяла плед на серенький цвет, и шторы тоже повесила такого же цвета, как плед. Вот так теперь выглядит кухня. Как мы видим, на месте холодильника стоит электрическая плита. Холодильник поставили напротив, так как электрической плите не было места, и все-таки хотелось, чтобы она стояла рядом со столешницей. Сама кухонька очень маленькая, но она такая уютная. Я уже, конечно же, приходила в гости, мы пили чай, и не знаю, как-то было очень тепло в душе. Такой получился коридор. Кстати, в коридоре стоит комод, он немножко забирает, конечно, пространство, съедает его, но без него никак, так как там лежат всякие шапки, перчатки и так далее. Это очень удобно, а их у мамы очень много. Кстати, вот это та самая дверь, которую поставили в бабушкину комнату, так что теперь она будет с дверью. Бабушка очень любит слушать телевизор почти на полную громкость, так что здесь дверь просто необходима. Вот это, собственно, бабушкина комната. Как мы видим, здесь справа такой небольшой склад. В этой квартире нет гардеробной комнаты или кладовки, поэтому вещам нужно куда-то складываться, и те вещи, которые редко пользуешься, их нужно куда-то убрать. Так что этот угол будет служить кладовкой. А шкафы уже заняты одеждой, поэтому будет как-то так на первое время. Может быть, когда-то мама сделает полочки, и будет это все аккуратнее выглядеть. Туалет остался таким же. Ремонт в этой комнате не делали, так как бюджет ограниченный, уже бы не хватило денег. В принципе, он более-менее выглядит нормально. Только приделали вот такие ручки. Это сделано для того, чтобы бабушке было удобнее вставать, в общем, опираться на них. Ванная комната осталась та же самая, добавилась только шторка, коврик, и поменяли освещение на потолке, сделали его точечным. 4 штучки, 4 лампочки поставили, и в принципе все. Вот такая квартира у нас получилась. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Хочу поблагодарить каждого, кто донатил на эту квартиру. Спасибо вам всем огромное. Теперь у меня в 25 лет есть собственная квартира, на которую я буду делать, конечно же, тоже обзор. Огромное еще раз вам за это спасибо. Папи, у меня не